Всем привет! Меня зовут Никонов Игорь. Мы на этом канале обсуждаем разные интересные темы, касаемые внутреннего мира человека. Много очень обсуждений здесь есть про иммиграцию, в частности в Австралию, и про трудности иммиграции, и про правду этой самой иммиграции. В том числе я обсуждаю и взаимоотношения между мужчинами и женщинами, ну и вот такие вот вещи, как работа, карьера, в общем-то найти себя, качество и уровень жизни, вот такие моменты. И в прошлом видео мы как раз разговаривали про один интересный такой кейс, страшный кейс. Это история одного мастера, с которым я был там знаком 19 лет назад, столкнулся с ним. История о том, что его ввиду вот этого психологического насилия на работе со стороны именно верхнего всего этого менеджмента, в общем-то, его довели до того, что он умер. То есть он умер от стресса в возрасте всего лишь там 45, 46, 47 лет, примерно вот столько ему было. Вот. И очень много было комментариев под этим видео людей, которые сталкиваются с похожей ситуацией. Многие говорили о том, что вот я также живу и выбраться не могу. Кто-то писал, что вот я вот выбрался и, слава богу, теперь работаю на себя. Или кто-то вот вырвался там еле-еле из каких-то таких вот ситуаций и ищет себя еще до сих пор. Кто-то найти не может. В общем, разнонаправленные были комментарии. Там их на сегодняшний момент порядка 900 этих комментариев под этим видео. Я оставлю ссылку в описании, можете перейти посмотреть. Но понимаете, Михаилу этому на самом деле нужно было выйти, уволиться, просто даже уволиться, пускай в никуда. То есть даже если у него бы и не было предложений. Конечно же, он был профессионал, его могли бы принять в другое место, потому что Мазда-то другой не было в Санкт-Петербурге, а он был именно профессионал по Маздам. Вот. Но ему нужно было выйти вот куда угодно, а выйти он не мог. И много людей в такой ситуации находятся. И понимаете, вот я сейчас что хотел сказать в этом видео. То есть я в этом видео хотел бы проговорить две вещи. Во-первых, почему вы не можете выйти. То есть вот вкратце поговорить именно о причинах, почему вы не можете выйти из таких токсичных вот мест работы, где у вас начальник там какой-то непонятный, такой вот черт-крикун. И второе, это обсудить 10 таких моментов, определенных шагов, которые вы могли бы сделать для того, чтобы все-таки выйти. Но не просто перейти в какую-то новую такую же работу сразу же. А я сейчас говорю именно о том, чтобы вам вот просто вот выйти и обязательно передохнуть, потому что нельзя вот после того, как вас поломали психически и издевались над вами там, например, каким-то образом, или вы, например, прогорели, или вы выгорели полностью, понимаете, нельзя уходить сразу же на какую-то новую работу, у вас ничего не получится. Вам нужно взять обязательно паузу. И вот я считаю, что пауза должна быть там от 3 до 6 месяцев, это минимально. То есть лучше 6 месяцев. Вот. Но выйти в эту паузу, на самом деле, прям экстремально тяжело, понимаете? Получается так, что вот мы так воспитаны, ведь у нас же вот все вот эти импринты, которые вот имеется в виду, это то, что мы наблюдали за нашими родителями, родичами, как они действовали, всю жизнь работали, ходили, 2 недели в году отпуск. У нас были социальные вот эти все инстинкты, которые мы получали в виде воспитания, там, да, прививалось нам, что нужно ходить, ответственность, отвечать за других людей. К нам в том числе же приколачивалась вот такая вещь, как, например, выученная беспомощность. Что мы, например, полагаем, что ничего у нас не выйдет, если мы уйдем, что вот мы зацепились и хорошо, и слава богу. Но и в том числе как бы это статусная вещь. Вроде мы работаем, вроде у нас есть какой-то статус, а так вот ты уйдешь и потеряешь и работу, и потеряешь статус. То есть как же так вот выйти и остаться без статуса? То есть вот ответственность в том числе. То есть вот эти 4-5 вещей, которые я перечислил, это же и есть вот те самые причины, по которым мы не можем взять вот и отпустить ситуацию, чтобы хоть для того, чтобы хоть как-то на себя со стороны посмотреть, понимаете? То есть мы сидим дальше, продолжаем жить. Давай завтра, подожду праздников, подожду выходного дня, подожду каких-нибудь там новых годов, отпуска и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это все так вот не работает. То есть вам для того, чтобы выйти из всей этой вот ситуации, вам нужно с чего-то начать, а вы даже не знаете, с чего начать. Потому что вот это матричное программирование, оно даже вот не позволяет вам как-то осмотреться вокруг, понимаете, посмотреть на себя вот именно со стороны. А выйти обязательно надо. И выйти именно в такой вот 3-6-месячный перерыв. То есть в некое такое плавание, когда бы вы могли прийти в чувство, отряхнуться, восстановиться и начать думать для того, чтобы принимать уже нормальные решения, адекватные решения. Вот как бы задача какая стоит. И поймите, вот я говорил о неких таких импринтах и неком таком поведении нашем стандартном, да. Вот ведь мы обычно отдыхаем там пару недель в году. И посчитайте, сколько мы там за 20 лет отдохнем-то. 80 недель – это 9 месяцев всего лишь. То есть всего лишь 9 месяцев мы за 20 лет отдыхаем, для себя живем. И за эти вот 20 лет, вот за эти там 8-9 месяцев мы накапливаем воспоминания, которые потом всю жизнь помним, понимаете? Рефлексируем на них, там, обсуждаем их и так далее. А вы можете вот так вот взять и сделать себе 6 месяцев. Но вот именно потому, что мы привыкли
эти вот 8-9 месяцев получать за 20 лет, мы не можем принять решение выйти вот из такого вот токсичного какого-то трудоустройства в плавание, чтобы восстановиться на 6 месяцев. Просто вот это практически невозможно. То есть, когда мы думаем, у нас возникает очень много таких вот вещей. И самая такая базовая вещь, вот кроме всего того, что я говорил, это страх. То есть я сейчас проговорил 5 вещей, это вот, которые такие обычные. И самое большое, которое проходит через все, это именно страх. Страх того, что будет, что не будет, найду, не найду. Все абсолютно здесь связано именно с этим страхом. Как-то меня будут укорять, обвинять, обсуждать. А что вот будет с ипотеками, там жена, дети, жена уйдет, или там муж уйдет. В общем, всякие такие вещи, короче, страшно. То есть страх. И вот именно над страхом и нужно будет работать. Сейчас как раз мы проговорим вот эти вот 10 моментов, 10 шагов, которые, по идее, бы, вот если их выполнять, то можно выйти из этой ситуации проще просто. Потому что, вот еще раз повторю, вы не знаете даже с чего начать. А нужно просто их разбить на этапы определенные, проделать эти этапы, пройти их. И вы сами автоматом выходите. У меня были подобного плана взаимодействия здесь в Австралии 4 года назад. Конечно же, они были не такие трешовые, как вот у Михаила. Здесь не кричат ни на кого. Но здесь на Западе, понимаете, на вас давят таким образом, что вот медленно-медленно из вас вытаскивают этот самый стержень. Медленно-медленно из вас вытаскивают вашего «я». То есть медленно-медленно вас вот опускают в некую такую ситуацию, когда вы уже понимаете, что вы чего-то как-то уже все, потеряли какую-то самоуверенность, какое-то достоинство. Вы вообще понимаете, что больше вы не найдете ни на какой другой работы, не сможете ничего сделать, что это вот employer, работодатель, это, наверное, лучше на свете. Вот. И вот из этой вот уже ситуации, когда вы находитесь вот в такой вот уже вот в такой вот сломленной такой депрессии, вам нужна, конечно же, помощь. Но, в принципе, даже вот используя там вот эти вот 10 шагов, можно попробовать выбраться самостоятельно. Давайте сейчас к ним как раз перейдем, к этим шагам. В общем, первый шаг, на самом деле, это некий такой реалити-чек. То есть там вы должны определить определенные там 3-4 параметра. Но в основном, наверное, это будет 3 параметра. Во-первых, оцените, что у вас происходило за последние, например, полгода или год на работе. Имеется в виду с точки зрения вашего там роста и развития. Развитие это вообще есть? Рост есть или это просто рутина? Посмотрите на свое здоровье. У вас здоровье-то вообще как в этом отношении? То есть вот вы не развивались что-то, вы не учились, у вас, может быть, не было настроения, вы, может быть, профессионально выгорели, и здоровье ваше начало валиться просто. А обычно в таких ситуациях здоровье разваливается по экспоненте, то есть в логарифмическом таком порядке. Очень быстро. Оцените, что у вас будет в перспективе теперь. Просто приведите эту прямую дальше. Точнее, это не прямая будет такая, а какая-то кривая. И причем она будет идти вниз. То есть у вас будет разваливаться здоровье и дальше. То есть одно дело, когда вы размениваете свое время жизни, а это самый такой невосполняемый ресурс, да? Одно дело, когда вы его размениваете на то, что вы делаете любимое дело и получаете от этого удовольствие, одновременно получаете какие-то деньги, а другое дело, когда вы просто свое здоровье продаете за деньги. То есть просто свою жизнь отдаете за деньги и ждете выходных этих. То есть если такое вот у вас есть, если вы видите, что у вас там эти 6-12 месяцев были бессмысленными, и сейчас бессмысленные, и будущее вот это тоже непонятное, и здоровье валится, значит, это уже первый этап у вас прошел. То есть поставите вот эти вот 3 галочки, тик-тик-тик, причем распишите это все прям, да, и двигайтесь уже к пункту номер 2. А пункт номер 2 это будет список неких критериев, которые будут называться «я вот уволюсь, если их исполню». И это как раз и будет, это вот некая ваша миссия такая. То есть здесь вы будете крупными такими мазками обозначать то, что вам необходимо сделать для того, чтобы. То есть, например, вам нужно будет избавиться от каких-то там долгов. Пускай у вас они какие-то есть, небольшие. Если у вас большие долги, окей, оцениваете. Чем больше мы живем, тем в большей проблеме мы оказываемся, и тем хуже из нее выбраться. К сожалению, с возрастом выбраться из всего этого намного труднее. Мы сами себя вколачиваем в эти проблемы, понимаете? В общем, оцените эти вещи, составьте некий такой план. Я уволюсь, если избавлюсь от этого долга, решу вот эту проблему, продам вот эту вещь, составлю план на 3 месяца, составлю план на 6 месяцев, составлю план на 9 месяцев, составлю план подробный на несколько недель после увольнения, например. Сейчас нужно будет сделать вот это вот и накопить такие-то деньги. То есть вот такие вот мазки накидайте, то есть пока не нужно углубляться в детали. Просто пока накидайте и поймите, вообще они выполнимы или нет. То есть если эти задачи, которые вы ставите перед собой, они выполнимы для того, чтобы выйти в это плавание, тогда переходим уже в пункт 3. И пункт 3 это подсчет финансовой подушки уже непосредственно. То есть вам нужно рассчитать от 6 до 9 месяцев подушку. То есть само, по идее, пребывание в этом полете, в таком свободном, должно быть, наверное, я полагаю, в районе 3, от 3 до 6 месяцев. 6 месяцев это, наверное, самое лучшее, потому что за 6 месяцев вы не потеряете ничего в плане карьеры. То есть вы не проиграете, вы там ничего
вы найдете себе новую работу, то есть в любом случае 6 месяцев это хорошо. Вот нужно считать от 6 до 9 месяцев, чтобы у вас был запас. Рассчитать нужно в соответствии с вашими затратами. То есть вот эта вот косынка должна у вас такая быть расчетная, где у вас, по идее, ваши затраты должны закончиться не через 6 месяцев, а через 9, например. Но планировать весь ваш выход из этой вот ситуации, так скажем, тяжелой, нужно именно на 6 месяцев. Вот. И вот если у вас получается такая подушка, если у вас получается, ну, у вас в любом случае расчет-то получится. Нужно понять, накопите ли вы ее, сделаете ли вы. Рассчитайте, как там ваш супруг или супруга будет помогать. Вот. Пока не думайте о том, что, допустим, если вы уйдете в это плавание, от вас там отвалится супруг. Это еще пока об этом рано думать. Сейчас нужно думать именно о себе, о том, чтобы найти себя и выйти именно для себя, для того, чтобы себе обеспечить вот это вот время для того, чтобы отдохнуть, понять, увидеть, начать решение принимать. Как только для вас стало понятно, что у вас есть, допустим, эта подушка, переходите уже дальше к описанию более или менее такого подробного плана, точнее сценариев. Сценарий у вас будет 3, как всегда. Самый худший, самый средний и самый лучший. Эти сценарии, они для того, чтобы вам работать со своими страхами, о которых я уже говорил. То есть у вас там страхов очень много, очень много. И как раз их нужно вот разогнать, потому что страхи ничего, на самом деле, никакого отношения к реальности не имеют. То есть, понимаете, страхи, когда за вами бежит, например, тигр, вот, саблезубый какой-нибудь там, или медведь, там реально все, там адреналин включается, вам нужно бежать. А здесь, понимаете, страхи, они никакого отношения к реальности не имеют. Ну так вот, то есть вы должны здесь проработать вот этими тремя этими пунктами, 3 этими сценариями свои страхи, положить их на бумагу. То есть на бумагу это нужно положить. Проработали, посмотрели, поняли, какие там будут сценарии, поняли, какие там будут ужасы у вас. И все, оценив это, так сказать, взвесив все это трезво, двигайтесь дальше к пункту номер 5. Пункт номер 5 – это такая вещь. Вы идете к боссу и, так сказать, без эмоций, вот, без, в общем-то, каких-то там проблем, с ним спокойно очень разговариваете по поводу опций. То есть вы должны с ним выбрать все возможные опции до момента, пока вы перейдете в пункт 6, 7, 8, 9, 10. То есть с ним вы должны обсудить, что конкретно для вас может быть еще в компании предоставлено. И я имею в виду не то, чтобы там какое-то развитие. То есть по развитию все и так понятно. Не говорите, что вы увольняетесь, просто спрашивайте. Мне необходимо, например, там, взять какую-то паузу. Могу ли я ее выбрать? Могу ли я, например, уменьшить рабочую неделю до 4 или до 3 дней? Вот. Могу ли я взять, как я сказал, паузу, например, месяца на 3? То есть вот эти вот моменты проговорите. Про развитие все уже у вас понятно. Вам сейчас нужно именно время взять, попробовать. Может быть, человек, который работает, он еще не до конца там, такой конченый, так скажем. И это время вам даст. Ну, а если он это время вам не дает, если он говорит, что ты что тут фигней занимаешься, давай иди работай, тут у нас план горит и все такое прочее, тогда, в принципе, окей. То есть вы свою эту попытку реализовали, вы эти тики поставили, что вам отказали, и идете уже к пункту номер 6. Пункт номер 6 – это пока вы еще, разумеется, не кладете никакого заявления и делаете с собой некий такой тест. Вот, выбираете какой-то период времени, небольшой, неделя-две, и проживаете эту неделю в режиме, знаете, такой итальянской забастовки. То есть вы выполняете все четко по расписанию своему штатному, выполняете все свои функции, но при этом вы живите своими проектами. Вот это вот то, что вы сейчас делаете, да, то, что вы планируете выйти из этой профессии, точнее не из профессии, а из каких-то отношений этих вот работодательских, токсичных. То есть вы планируете выйти и планируете все-таки свою жизнь. Вот и думайте об этом проекте, как о проекте, как о бизнесе о неком, как о неком бизнес-проекте. Это проект, это вы сами. Вот, и размышляйте, расставляйте там по полочкам, считайте все, слушайте какую-нибудь музыку там из молодости, вот, то есть ходите в наушниках, заканчивайте ровно во сколько нужно закончить, прямо вот конкретно переключитесь в этом тестовом режиме, переключитесь на свои дела. Если у вас есть хобби, конечно же, они у вас есть, занимайтесь этими хобби в свободное время, в том числе можете и на работе этими хобби заниматься, но если, конечно, у вас время есть. В общем, не косячьте, но просто вот 2 недели вот такого вот режима, знаете, когда вы проводите тест. А что вот если я переключусь сейчас на свои проекты, на свои дела, на свой бизнес, что будет с моим здоровьем? Также, разумеется, ходите пешком, делайте какие-то упражнения, само собой. В общем, следите за тем, что у вас происходит с вашей психикой. Отслеживайте все внимательно. Ведите в тетрадочку такую, там, да, что у вас там было на 1, 2, 3 день. И посмотрите, если вас уже начало отпускать уже через 2 недели, отлично. Переходим к пункту номер 7. Пункт номер 7 – это вы начинаете думать уже о том, что вы будете делать в части зарабатывания каких-то минимальных денег. Вообще не важно, какие деньги, важно, чтобы они просто были. Рубль в день, рубль в час, что-то такое. То есть это не обязательно должны быть какие-то суммы, которые у вас сейчас будут держать на плаву. Главное,
чтобы у вас были какие-то вот такие занятия. То есть, если это хобби, можно ли их монетизировать? Может быть, нельзя. В любом случае, кстати, вы будете заниматься и хобби, когда вы идете уже на эти 6 месяцев. Но нужно также заняться хотя бы хоть чем-то, чтобы вам приносило рубль в день, там, доллар в день, доллар в час, вот такое вот, да. Это нужно для того, чтобы вы поняли, что вы можете извлекать из системы деньги сами, даже рубль, даже два, потому что, если вы поймете, что у вас это получается уже, вы потом уже оцените, насколько вы сможете это все масштабировать. Вы поймете, нужно ли это вам дальше или нет. Вы потом поймете, может быть, просто вы через 6 месяцев, опять же, просто уйдете работать кому-то в профессию, которую вы любите, но просто на нормальную работу. То есть вы не будете зарабатывать там на себя какими-то этими частными предпринимательствами, а уйдете в профессию. А может быть, как раз и будете уже зарабатывать на себя. Но нужно начать с рубля, то есть с минимальных каких-то денег. Вот об этом нужно начать думать уже после вот этих вот 2 недель размышления о своем проекте, о своем будущем. Начать думать о том, как вот этот рубль в день или рубль в час заработать. Это как раз вот пункт номер 7. И вот будете думать, вынашивать, анализировать, реализовывать остальные пока вот эти все планы, которые вы там предварительно написали, и переходите уже потом к пункту номер 8. Там вы уже составляете определенный такой чек-лист. То есть хладнокровно составляете чек-лист перед увольнением. То есть что вам будет необходимо сделать? Там, проверить какие-то контракты, проверить какие-то там долги, нет ли у вас там каких-то косяков. Проверить, сколько там у вас отпускных дней, потому что это тоже будет включено у вас в ваш расчет вашего бюджета. То есть вот такие вот вещи, прям пройтись, вот прям по списку, по всему, хладнокровно проверить все, взаимоотношения с коллегами, там какие-то, в общем, все то, что вам нужно будет для закрытия, все продумать в деталях и безэмоционально. Вам это нужно будет для того, чтобы потом аккуратно уже в следующих пунктах выходить из этих самых рабочих отношений. То есть это как раз пункт 8. Пункт 9, он скорее, наверное, больше относится именно к тем, кто живет на Западе, потому что, в общем, я все равно скажу. Короче, пункт 9 – это тогда, когда вы уже в деталях отрабатываете стратегию общения с вашим боссом по увольнению, потому что вам нужно будет уходить на хорошей волне, на позитивной волне обязательно. Вам нужно будет написать правильное там letter of resignation, если вы, допустим, живете на Западе, либо заявление об увольнении, и уже с вот этими 20 страницами подготовленного плана вашей жизни, вашего проекта, то есть проекта вашего вот именно выхода в вашу жизнь. Вот. И с этим документом вы уже идете к вашему боссу по-хорошему, по-доброму обсуждать ваш выход из компании. То есть вы не ругаетесь, не ссоритесь, вы спокойно объясняете и спокойно уходите для того, чтобы сохранить так называемые там референсы. То есть вам нужно сохранить вашу репутацию. Если вы возвращаетесь в эту профессию, но к другому работодателю вам нужно будет репутацию сохранить. Поэтому никаких скандалов, никаких эмоций. Имея вот эти 20 проработанных страниц того, что вы только что проработали, вас не смогут развести на то, чтобы остаться дальше. У вас уже готов план. Вы готовы уже заниматься проектом именно вашего «я». Имейте в виду, в этом проекте, я повторю, вы не имеете в руках вторую эту веревку, как это делают обезьяны, да? Ну или как мы все делаем на самом деле, когда мы увольняемся, обычно мы имеем уже оффер какой-то на руках. Здесь вы этого оффера не имеете. У вас есть 20 страниц проработанного плана вашей жизни. То есть то, что вы будете делать дальше. Решение, если о работе, вы будете принимать и начинать думать о нем через 3 еще только месяца. У вас есть еще время будет, чтобы подумать, когда у вас думалка начнет работать через 3 месяца. Ну, в общем, вы разговариваете с боссом, подаете ему это самое заявление. Он вас уговаривает: не уходи. Он работает для того, чтобы вас в любом случае задержать, потому что ему нужно решать свои проблемы. Вас уже его проблемы не волнуют, вы занимаетесь уже сейчас своими делами. Все, подаете бумагу, подаете этот самый документ и уходите. Точнее, так сказать, вы еще не уходите, а у вас еще остается отработка. И как раз в это время уже наступает пункт номер 10. В общем, пункт номер 10 – это когда вы уже прорабатываете прямо детали того, что вы будете делать первые 30 дней. Пока вы работаете и выходите со своей работы, я думаю, это будет недели 2 у вас продолжаться, вам нужно будет прописать прямо в деталях, как вы будете жить эти 30 первых дней. И там должно быть у вас и отдых, но опять же, спать много нельзя, смотреть сериалов нельзя, страдать всякой фигней нельзя. То есть вы должны заполнять делами. Хобби, вот это рубль в день, дети, какая-то рутина, готовка еды, прогулки, пробежки, бассейны, велосипеды, лыжи, коньки. Вот это вот все должно быть у вас быть заполнено прям четко на 30 дней. Нужно проработать будет каждый буквально день. Выходной день, будний день, без разницы. В общем, нужно будет к этому подойти прямо очень детально. В том числе нужно будет, конечно же, запланировать вот на эти самые 30 дней, дни, когда вы будете планировать оставшиеся 5 месяцев уже в деталях.
То есть у вас пока, так сказать, на все эти остальные месяца есть поверхностный такой план или видение, потому что вы еще сами не знаете, что будете делать. У вас сейчас пока голова не работает, вы не способны принимать решения. Если вы находитесь под гнетом, под таким, если у вас, допустим, из вас вытащили стержень, вы решения принимать не можете. У вас самооценка на нуле, у вас нет ничего. Вам нужна помощь, чтобы выйти. Вам нужно время, чтобы восстановиться. Время, чтобы начать правильно думать и уже адекватно мыслить и принимать правильные решения. Потом вам нужно будет работать вот с теми самыми так называемыми импринтами и социальными инстинктами, со всем тем багажом, который у вас есть. Вообще, мы все понимаем, ну, все не все, но мы должны понимать, что эти социальные установки наши и фильтры восприятия, точнее нет, социальные установки и импринты, они не меняются, к сожалению. То есть все, что вот мы считали правильным всю свою жизнь с самого детства, как вот нас воспитали, оно так вот останется у нас. И только терапия постоянная поможет держать вас, нас, меня в состоянии адекватности. То есть постоянно нужно продолжать с собой этот диалог, что эта жизнь моя, а не чья-то, да. Я себя старого отпускаю, я благодарю себя там того, вот, кто я там был, и отпускаю. Все, теперь я начинаю там жизнь, где буду только я, вот такой вот контракт некий с собой. То есть нужно эту терапию проходить, она там, в общем-то, по-разному проходится, но нужно постоянно думать о том, что вы у себя один. И то, что именно вы именно о себе можете позаботиться. Никто о вас больше не позаботится. Вот, ни брат, ни сват. В общем, короче, это как раз есть вот то самое, что вы должны проговаривать с собой регулярно, постоянно. То есть работать над этими стереотипами, над этими импринтами так называемыми и жить дальше вот с такой терапией в голове. От них не избавишься, к сожалению. Но терапия будет помогать, так сказать, держать себя постоянно в тонусе, в смысле того, что вы – это вы, и жизнь – это она для вас. Главное, здесь еще нужно понять то, что вот этот весь вот уход с вашей там работы сейчас или уход с какой-то вот токсичной работы – это не какое-то там бегство, понимаете? А вот это не бегство, это уход именно к себе. Это возврат к себе. Когда-то в молодости вы решения принимали для себя. Вы вспомните, в молодости мы решения принимаем на самом деле быстрее, активнее, мы можем работать чаще, менять. А как-то с возрастом мы уже не способны это делать. То есть это уже становится все рисковее. Мы так это думаем. У нас возникает уже такое ощущение риска. Мы берем, так сказать, портфолио, допустим, менее рисковые с возрастом. Но на самом деле, еще раз повторю, вернемся к топику. Когда вы уходите, это никакое не бегство откуда-то. Это некое такое проектное решение, которое вас позволит перепрограммировать. Вот, понимаете, сделать такой некий ресет. После этих 6 месяцев вы будете уже как человек, который опять молодой. Как будто бы вам там 20-25 лет, и вы можете принимать решения, вы можете здраво мыслить, рассуждать. Вот что будет после этого периода. То есть это перезагрузка, так скажем, перезагрузка. В общем, вот такие вот сегодня соображения. Много сегодня получилось, конечно, здесь и много поговорил. Я хотел бы, чтобы, если кому-то это интересно, если кто-то дойдет до этого момента, напишите какой-то свой опыт, как вы выходили из подобных ситуаций, выходили ли вообще, получалось ли вырваться на несколько месяцев, взять этот перерыв, этот гэп, потому что уже в этом перерыве вы будете размышлять о том, кто вы, что вам интересно, что вам нужно, что вам не интересно. Вы сможете посмотреть на себя со стороны, то, как вы жили раньше, оценить вообще то, как вы жили, и понять, что вот, может быть, вот так вот лучше идти, может быть, своим бизнесом заниматься там, да, каким-то потихоньку в своем проекте, либо сменить профессию вообще, либо просто вернуться в эту профессию, к нормальному работодателю и начать такой, сделать такой свежий старт. В общем, пишите в комментариях, что вы по этому думаете, какой у вас был опыт. А так, до следующих встреч и всем пока.